Итак, всем доброе утро. Как видите, в Москве уже снег полным ходом. Мы с этим маленьким разбойником гуляем. Немножко погуляем, потому что у меня сегодня очень много дел. И, естественно, не хочу, чтобы он мне мешал. Я еще вечером кое-что готовлю. Но это я объявлю чуть позже, если уже точно узнаю, что я смогу выделить время на это дело, то я объявлю. Вы знаете, как я вам и обещала, я буду как бы на каждую вот всякую ересь, которую увижу, да, в интернете, особенно от определенных личностей, которые ритуалы великие выставляют на бумаге МП3 с парафиновыми свечами. Есть вещи, которые я переделала, есть вещи, которые были мои, скажем так, уже названия свистнутые, поэтому не посчитал нужным что-то сделать, как правильно должно быть, пусть метит все деревья и камни. А есть темы, которые я просто не буду такого типа выставлять, только потому что там есть, поскольку такого типа ритуалы выставлять было бы смешно, дарить простым людям. Значит, в последнее время не только на этом великом канале, но вообще на таких, скажем, эзотерических каналах встречаю постоянно какие-то защитные ритуалы от чародейства, от магии. Ну, заберите уже эту большую собаку отсюда, чтобы я могла выгулить свою. Ну, ёпарасоте. Да, Пусек? Мало ли, сорвется с цепи, еще побежит. Пошли. Так вот, защита от чародейства, защита от колдовства, ритуалы там от ведьм, какие-то рекомендации. Да, Пуся, ты здесь гулять не будешь, пошли дальше. Вы знаете, весьма смешно. Во-первых, начнем с того, что простому человеку не осилить такое. Понимаете, люди никак не могут понять, что такое сила и разрешение. Вот, ну, никак не укладывается у них в голове. Объясняю. Вот вы идете к человеку. У вас определенная проблема. Ну, например, бывает проблема, скажем, кожная болезнь. Да, вот не могут вылечить человека, и куда бы ни возили, толку ноль. Женщина, которая в селе исцеляла. Кстати, я вам скажу, что сельские, конечно, или родом из села, они, естественно, самые сильные среди практиков, потому что у них родословное такое сильное, да? Так вот, эта женщина говорит, там что-то начитывает на воду, умывает лицо и, предположим, говорит, в течение 3 дней начнут проходить. Или сходите там на речку, отнесите пшеницу или овес, отнесите мелочь, отнесите хлеб, все что угодно, смотря что, каким методом она будет это все снимать. Может быть, она малограмотная крестьянка, которая даже не понимает, почему так надо делать. Просто вот ей сказали, ей говорили, ей оставили предки наследие, понимаете, такое. И она этим пользуется. Даже не понимая, почему и как, но определенным образом она как выполняет некие функции, и у нее получается сделать так, как она хочет. И вот человек, пройдя вот эту процедуру, через некоторое время относит все, что было сказано, там, кидает в речку или оставляет на перекрестке, или еще что-нибудь делает, после чего наступает долгожданное избавление. То есть кожа очищается в течение нескольких дней, и все это проходит. Если пойти к обычному человеку и рассказать всю эту процедуру, как надо делать, даже дать этот заговор, да, которым лечили. И даже если простой человек вам этот заговор скажет, то есть тот, который притворяется, якобы умеет что-то делать, и вы точь-в-точь, просто по рецепту, вот четко по плану выполните все, что вам было сказано, у вас ничего не пройдет, ничего не излечится, ничего не исцелится. Знаете почему? Потому что у той женщины было разрешение и дозволение. Ту женщину духи слушают. Как бы она их ни назвала, там, во имя Отца и Сына или Дева Мария, неважно. Я уже 100 раз говорила, что древние духи из-за гонений маскировывались под
христианских святых точно так же, как духи Вуду, у которых была христианская маска. То есть, когда было запрещено исповедовать свою религию, то приходилось черному континенту, то есть рабам, да, прикрываться, как-то закрывать это все и маскировать под разных святых, под разные течения христианства. То же самое можно сказать и о древних ритуалах, которые маскируются. Многие практики, скажем, люди, которые изучают, люди, которые хорошо знают свое дело, могут сказать, что очень много христианских молитв, там, заговоров христианской магии, да, как так называемой. Это все переделанные обращения к Велесу, к Дождь-богу, Чернобогу и прочее. То есть о чем речь? Речь о том, что если у человека нету силы, даже если он знает самые великие, самые древние молитвы и заклинания на земле, ему это не поможет, и тому человеку, который к нему пришел в том числе. Поэтому те люди, которые ищут какие-то артефакты, ищут какие-то древние заклинания, древние книги и прочее, не скажу, что они мне смешны. Я понимаю их стремление, они хотят достичь. Но представляете, эти артефакты, эти древние заклинания, вот по какому-то чудесному стечению обстоятельств как раз достаются тем людям, которые практикуют, у которых есть сила. Вот они попадаются им в руки. Например, мне попалась в руки древняя, очень старинная книга 18 века, где были собраны все эти так называемые черные молитовки христианских монахов. Некоторых из них судили за то, что они пытались очаровывать женщин, приворожить таким образом и достигнуть плотских утех. Их выгнали с монастыря, после чего они стали успешными колдунами, практиковали и прочее. И вот эти вот молитвословы, эти древние черные вот эти молитовки, черные заговоры, колдовство и так далее 18 века попалось мне в руки. А как это получилось? Люди, которые специально искали, их не найдут, да? А здесь вот случайно ко мне приходят двое мужиков пьяных. Мне было тогда, сейчас скажу вам, 21 год, по-моему, где-то так. Я была одна дома, постучали, там, хозяин, не хочешь купить что-то, какую-то хрень принесли, какие-то подсвечники старинные. Ну, старые, не старинные, а старые, просто советского времени. Какие-то там игрушки, медвежонок был, еще что-то. И какая-то растрепанная, просто оборванная книга. Вот дайте хоть на похмел, там хоть сколько есть, не жалко. Я говорю, никого дома нет из родителей, я вам ничего не могу. Девушка, достали, говорю, а что за книга у вас? Так, ради интереса. Открываю и читаю. У меня аж глаза по 5 копеек, как говорят молодежь. Я говорю, сколько вам дать? Я вам скажу честно, я им отдала 35 рублей, по-моему, или 38. Сколько у меня было мелочи, выгребла с кошелька, отдала им. И мне досталась эта книга. Понимаете? Да, она мне очень помогает. Очень сильно в определенных работах. И за основу некоторые там заговоры я брала из этих книг. Вот за основу призывы, созывы. И они очень сильно работают. Так что, товарищи, дело не в книгах. Дело не в том, эти сильные книги, эти сильные артефакты, эти сильные атрибуты, они приходят в руки тем, которым дано разрешение. Понимаете? Поэтому вытаскивать людей с того света, делать определенные манипуляции, разбить семью или соединить семью, прочее, невозможно делать всем подряд, только бы были какие-то ритуалы или заговоры, как им кажется. Самый главный ритуал, знаете, как делать? Знаете, это не торт по рецепту, но даже торт по рецепту, если вам рецепт дадут, и вы все будете делать как положено, не факт, что ваш торт получится, понимаете? Потому что у вас рука не набита. Вы не умеете, не знаете, что делать, если там пригорит, что делать, если чуть побольше там налили соды и так далее. То есть говорить простому народу о том, что можно от чародейства, от колдовства, какие-то молитвы читать, какие-то свечи крутить. Можно там лавровый лист там на дверью прилепить. Можно что-то такое. Это нереально. Те ритуалы, которые дают защитные на дом, например, да, защитная бутыль и прочее, там есть определенные слова, которые даются профессионалам вам, которые вам помогают для того, чтобы попросить силы, духов. То есть
как вам сказать, вы их просите, они идут вам навстречу, ограждают вашу семью, скажем, от воровства, ограждают от всяких страшных дел, ограждают от ненужных сил, которые могут вам навредить. Это совсем другое. Это просьба к духам через заговор, данный вам ведьмой, для того, чтобы в вашей семье был мир и